Ледяная скорбь, испепелитель, громовая ярость – это вещи, о которых слышали все. Да, они определенно интересные. Но в Варкрафте есть куча других вещей, которые хоть и имеют куда более скромный сюжет, но все-таки могут похвастаться интересной историей или любопытными фактами. Так что сегодня я поведаю о артефактах, которые вызывали в разные времена интерес со стороны игроков, или обладают любопытной, но малоизвестной историей. В Элвинском лесу есть одна неприметная башня, и живет в этой башне великий архимаг Теокрит вместе со своими подданными. У архимага много забот. Ну, допустим, гадить магам из другой башни из Красногорья, но это уже другая история. Вокруг этого места постоянно неспокойно. Магия пронизывает башню, что ж, неживые объекты оживают. Один из примечательных артефактов, коим владеет Теокрит, это перчатка Азоры. Могущественный артефакт, способен на многое. Стоит лишь направить перчатку и активировать ее, как враги познают всю мощь магии башни. Перчатка так бы и пылилась годами в магической башне, если бы не один неожиданный противник. Братство Справедливости. После того, как Ваниле авантюристам удалось убить верхушку фракции командования и убить многих бывших каменщиков, фракция переживала не лучшие времена, но незадолго до катаклизма произошло ее перерождение. Фракцию возглавила Ванесса Ван Клифф, дочь убитого лидера Братства Справедливости, а участники бандитской фракции начали вновь усиливать свое влияние в западном крае. Теокрит решил передать перчатку своему ученику Таносу, чтобы он с ее помощью смог разобраться с усиливающимся влиянием Братства Справедливости в западном крае. Танос отправился к некогда важной шахте Альянса, но попал в засаду самого Братства Справедливости. К счастью, перчатка Таноса помогла ему быстро расправиться с бандитами. Вам не кажется, что эта история где-то уже была? Танос, какая-то там могущественная перчатка, вот что-то это напоминает. Ну, если вы подумали о вселенной Марвел, вы подумали правильно, так как и Танос, и, собственно, его перчатка, это была отсылка к комиксам. Правда, мощь артефакта и мотивы персонажа отличались полностью. Но вернемся к Варкрафту. Перчатка реально зарешала битву, но внезапно вскоре появился новый противник. Темные всадники. А это, черт подери, кто такие? В прошлом это были торговцы, которые странствовали по восточным королевствам. Но однажды они перешли дорогу великому магу Медиву. Медив в качестве наказания их проклял, и теперь они в своем мрачном одеянии на жутких конях охотятся за разными артефактами для Медива. Они жестокие, беспощадные и беспринципиальные. Вам не кажется, что эта история где-то уже была? Темные всадники, какая-то там охота за артефактами, вам что-то это напоминает, да? Ну, короче, видимо, это еще одна отсылка, только уже не на Марвел, а на вселенную Толкина, где были похожие по виду и атмосфере всадники. Даже мотивы были чем-то похожи. Короче говоря, всадники Толкина попытались украсть перчатку Таноса в Варкрафте, где бы еще такое можно было бы услышать. Но в ходе потасовки Танос был убит. Всадники отрубили ему руку и украли артефакт вместе с ней. Позже всадники получат по заслугам и сами будут застигнуты врасплох, а могущественная перчатка обратно вернется в башню в Элвинский лес, где она хранится и поныне. С момента выхода комикса в 2013 году мы больше ничего не слышали об этом артефакте. Зато в башне в Элвинском лесу мы могли найти другую магическую вещицу – глаз Азоры, ткнув на которую можно было посмотреть небольшую кат-сцену, которая показывала, что башня с Элвинского леса следит за неприятельской башней в Красногорье. В общем, в комиксах Warcraft порой встречаются действительно необычные вещи. Торим – великий хранитель, которого создали титаны, дабы поглядывать за Азеротом и древними богами. У Торима было величественное оружие – Клармир, молот бурь. Мощь этого оружия была непостижима. Из одного диалога в Ульдуаре можно узнать, что однажды мощь оружия была использована так, что целый континент превратился в пыль. Но другие применения Клармира, молота бурь мы могли видеть в самой игре, но об этом позже. Несмотря на то, что хранители должны были защищать Азерот от древних богов, Йог-Сарону удалось посеять зерно в сомнений в рядах хранителей. Один из них подвергся пагубному влиянию и начал строить козни всем остальным. Торим тоже попался на уловки развращенного собрата. Развращенный хранитель решил поссорить Торима с ледяными великанами, которые имели весьма дружественные отношения с Торимом. Локен убил жену Торима, а потом убедил его в том, что за убийством стоят ледяные великаны. Торим был в гневе. Он любил свою жену. Он метнул молотом по месту, где как раз ледяные великаны сражались с дворфами. Произошла катастрофа. Место битвы буквально было заморожено во времени.
И древние дворфы и великаны на тысячелетия застыли в ледяных оболочках. Вот на что способен этот артефакт. Место, пострадавшее от молота бури, мы могли увидеть в Нардсколе, в грязовой гряде. Местечко поистине впечатляющее. Буквально все застыло в моменте жестокой битвы. Мы могли видеть стрелы, которые летели в гигантов, дворфов, которые яростно пытаются сражаться, самих гигантов, которые свирепо расправляются с неприятелями. Само оружие тоже было в гневе короля Лича. Когда спустя много лет Артас начал угрожать Азероту, а Орда и Альянс начали кампанию против короля Лича, героям удалось убедить Торима в том, что все это время он верил в ложь. И ледяные гиганты не имели никакого отношения к смерти его возлюбленной. Вскоре Торим и гиганты помирились. Гиганты вернули ему его оружие, которое было заточено во льдах. Так что мир, дружба и жвачка победили. К сожалению, получить артефакт сами игроки не могли. Торим продолжил с ним ходить и еще не раз мелькал с этим оружием в новых дополнениях. В Легионе он помогал игрокам получить артефактное оружие охотников, а в битве за Азерот использовал молот бурь в Силитусе, чтобы мочить местных врагов. Но я бы не исключал, что когда-нибудь в будущем, возможно, мы сможем получить этот артефакт в свои руки. Страхобой — это молот дворфов, который долгие годы находился на службе у людей и побывал даже в руках тауренов. Что же это такое? Много лет назад Страхобой был выкован дворфами и являлся наследным оружием клана Бронзобородов. Он обладал великой мощью света и целительной силой. Молот был обвит драгоценными, яркими сияющими камнями. Магний Бронзобород решил подарить этот молот будущему королю Альянса, Андуину Рину, который с детства проявлял тягу к свету. И оружие тоже тянулось к Андуину. Свет молота струился, когда принц взял его в руки. Позже Андуин решил передарить подарок Бэйну, чей народ находился в кризисе. Магата, матриарх клана Зловещего Тотема, давно жаждала власти. Презрение к действующим главам расы она испытывала давно. Даже когда между Керном, вождем тауренов, и Горошем произошла дуэль, она поддержала именно Гороша и даже благословила и отравила его оружие, что тоже поспособствовало убийству Керна. Когда тот был убит, пользуясь моментом, власть в Громовом Утесе захватила ее племя Зловещего Тотема. Бэйн, сын Керна, начал готовить армию к битве за Громовой Утес, а подарок Андуина помог ему отвоевать столицу, нанести серьезный удар по клану предателей и вернуть власть. Но после того, как уже позже Горош сбросил мана-бомбу на Террамор, Бэйн посчитал, что он недостоин владеть этим молотом и попытался его вернуть. Реликвия снова попала в руки людишек. После Пандарии оружие продолжило пылиться в покоях Андуина. Дело изменилось в битве за Азерот, когда Магний Бронзобород попросил Андуина вернуть молот, чтобы он мог противостоять новым врагам и особенно пробуждающимся силам древнего бога Нзота. Андуин согласился и вернул ему молот. Собственно, в игре мы могли видеть, как Магний Бронзобород держит в одной из рук это оружие. Удивительно, как всего за несколько лет оружие успело побывать во владениях совершенно разных рас и фракций. Уверен, в будущем мы еще не раз услышим о этом славном оружии света. Теперь я бы хотел поговорить о вещах, которые не имеют особо большого лора, но все равно вызывали интерес в сообществе. Дополнение Burning Crusade подарило нам сразу несколько вещей, которые очень быстро приглянулись игрокам, в первую очередь из-за своей необычной модельки. Вот у чернокнижников есть охотники скверны, эдакие демонические собаки с жутким видом и острыми зубами. А вот разработчики решили сделать из них настоящее оружие, а конкретнее Жар-Дуум, великий посох пожирателя. Этот предмет по виду очень напоминал охотников скверны. Даже их наросты и жуткая пасть были воплощены в виде этого оружия. Правда, игроки немного дискутировали, не является ли этот посох закосом не под охотников скверны, а под зерлингов из Старкрафта, но это мелочи. В любом случае, игроки оценили уникальный внешний вид вещи. Добывался предмет сравнительно просто, он падал с высоким шансом с Илидана. А вот вещь, ради которой уже нужно было молиться на удачу, назывался Клинок Ночи. Ценился предмет из-за своего необычного по тем временам эффекта свечения. Клинок излучал легкий красный туман и чуть более густую темную дымку. Сейчас таким мало кого удивишь, но по тем временам это казалось чем-то действительно крутым. Особенно для разбойников с понятных причин.
А вот потрудиться, чтобы выбить клинок, пришлось бы немало. Клинок ночи падал рандомно с мобов в данжах Burning Crusade. Вещь можно было выбить хоть в Каражане, хоть во все том же Черном храме. Только процент выпадения вещи был около нулевым и составлял примерно 0,07%. Иногда оружие падало и в открытом мире, но там было все очень плохо. Например, попытать удачу можно было с мобов на острове Кельданас, где по данным Вовхеда на текущий момент и с текущим массивом данных, вещь выпала 7 раз на почти 30 тысяч убитых мобов. Но давайте не о чем-то грустном. Вот есть более веселый предмет. Непреодолимая сила. Вот что будет, если непреодолимая сила столкнется с неподвижным объектом? Вообще, этот вопрос появился не в Варкрафте, как эдакая шутка на форумах. Это извечный парадокс, что происходит, когда сталкиваются две полных противоположности по своей сути. Обыгран этот вопрос был во многих играх или даже фильмах. В Варкрафте было добавлено два соответствующих предмета: молот — непреодолимая сила и щит — неподвижный объект. Кстати, молот раньше имел прикольную особенность. При проке он не оглушал врагов, как сейчас, а отталкивал их назад на пару метров. Оба предмета стали поводом для кучи шуток, а если верить заметкам на геймпедии, в свое время гейм-мастеров задалбывали вопросами о том, что произойдет, если столкнутся два этих предмета. К сожалению, ничего. Зато в Burning Crusade появилось еще два похожих предмета: Сокрушитель воли и Непреклонная воля. Что будет, если они столкнутся в бою? Ну, к сожалению, тоже ничего. Шутки про эти противоположности — это все замечательно, но давайте поговорим о чем-то более серьезном. Вот есть Армагеддон. Длинный меч из гнева короля Лича. Я бы даже сказал, невероятно длинный меч. Разработчики то ли перестарались, то ли решили так пошутить, сделали модельку предмета невероятно длинной. Ну, просто посмотрите на это. Если на брутальных орках или тауренах это выглядело странновато, но ладно, и не такое увидели, то вот на расах вроде гномов или дворфов это впрямь могло удивить. Если забыть о игровых условностях, то очень интересно, как какие-то гномы вообще умудрялись бы делать замахи такой вещью. Добывался Армагеддон, кстати, не сказать, что просто. Фармить вещь можно было с боссов на Экстрамасии, а шанс дропа вещи был меньше 1%. Так что доступно это оружие было не каждому. Зато предмет породил шуточки о том, как он ломает физику игры. Не менее интересная вещь появилась в следующем дополнении, в Катаклизме. Я говорю про Сульфурас. Да, именно в Катаклизме мы узнали, что есть не только легендарный Сульфурас из ванилы, а и еще один с приметкой «Погашенная рука». В описании говорилось, что в самом сердце молота мерцает один единственный уголек. Ну, несложно догадаться, что катаклизмовская версия Сульфураса — это что-то вроде кастрированной версии молота, хоть он все еще добывается с Рагнаросса. Если говорить о сюжете, то Сульфурас — это оружие, которое Огненный Лорд никогда не выпускал со своих рук, только лишь поражение Рагнаросса заставляло его выбросить этот молот. Сульфурас сам по себе — это слишком тяжелое и могущественное оружие, которым просто невозможно воспользоваться, если ты не такой же великий, как сам Рагнарос. Игровые версии Сульфураса, которые мы можем использовать, являются лишь мини-версиями на его основе. Но вот что действительно стоит отметить о новом Сульфурасе из Катаклизма — это моделька. Несмотря на свою скромность в сравнении с ванильным Сульфурасом, вещь имеет более проработанный и яркий внешний вид. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!